Общественно-политическое движение «Свободный Кавказ» объявило о наборе добровольцев для защиты территориальной целостности и свободы Украины. По тем подсчетам, добровольцы, которые подписались официально, это были минимум 600 человек, желающих было намного больше. Процесс прихода добровольцев в Украину, он в первой партии, которая пришла, было в количестве 50 человек. Но по прибытии здесь мы увидели, что это украинское законодательство не готово к приему нашего батальона в том виде, в котором мы его сами себе представляли. Поэтому процесс прихода следующих добровольцев нами был искусственно заморожен. Мы остановили процесс, потому что понимали, что это не своевременно. И то количество, которое было 50 человек, и последующая вторая партия, которая прошла 50 человек, эти 100 человек для выполнения тех задач, которые стояли на тот период, это было достаточное количество, учитывая наш опыт по, скажем так, по уничтожению российских колонн, это было даже больше необходимого количества. И именно в тот момент, когда мы пришли, именно в тот момент, когда наши начались переговоры с руководством АТО, именно в тот момент и Российская Федерация объявила о первом перемирии. Я это время очень прекрасно помню, потому что, конечно, это не связано напрямую с этим. Конечно же, есть много сторон, которые оказали давление на Российскую Федерацию, которые принудили Россию остановить военную агрессию. Но наше участие тоже сыграло, я считаю, определенную роль. И после того, как Российская Федерация объявила первое перемирие, мы процесс остановили. На сегодняшний день эти добровольцы, которые хотят защищать Украину, они свою решимость сохраняют, ждут разрешения со стороны руководства Украины, и чтобы наши действия здесь, наши стратегические вот эти цели, это первое, действовать строго в рамках украинского и международного законодательства, второе, ни в коем случае не вмешиваться ни во внутреннюю, ни во внешнюю политику Украины. Сегодняшняя политика внешняя и внутренняя, и в конфликте с Россией мы считаем взвешенной, очень мудрой и согласованной как и с европейскими партнерами, и с другими. И поэтому я повторюсь, если будет полномасштабная война со стороны Российской Федерации, количество добровольцев, которые готовы прийти из Европы в лице чеченцев, они будут исчисляться тысячами. Вопрос в том, насколько украинская сторона готова переварить это количество, принять и дать им определенный статус. Не предусмотрено участие граждан или людей с европейскими паспортами в иностранных конфликтах. И по возвращению наших парней в европейские страны, чтобы исключить возможности преследования правоохранительными органами европейских стран, также мы нуждаемся в легализации и в этих документах. В батальоне, который приходил еще в прошлом году, были два брата, два человека. Они принимали здесь участие, заболели, один из них заболел, они вынуждены были вернуться во Францию. Вот наглядный пример. И правоохранительные органы задержали этих двух братьев, и сегодня идет судебный процесс, и они доказывают, что они в Украине защищали демократию, свободу слова, также и европейские ценности. И чтобы исключить таких подобных примеров в будущем, мы бы хотели, чтобы статус наших добровольцев принял бы какие-то правовые формы, и наше участие в войне в
в конфликте в Украине полностью входили в рамки украинского и международного законодательства.